Недавно я делал видео изготовления доски для рефлексотерапии. Вот так вот она выглядит. То есть вот такие небольшие пирамидки с углом 90 градусов для того, чтобы на них вставать ногами или делать массаж других частей тела. В классическом варианте это так называемые доски садху, которые придумали индийские йоги, и здесь используются гвозди. Здесь нужно становиться ногами на гвозди, и таким образом происходит массажный эффект. На мой взгляд, это не очень гигиенично, поскольку происходит соприкосновение с металлом, и во-вторых, может быть опасно, если гвозди очень острые или имеют какие-либо заусенцы, дефекты и так далее, и так далее. Поэтому я подумал сделать такую доску, но с деревянными гвоздями. Вот сейчас покажу, как я буду делать эту доску. В качестве материала буду использовать древесину ясеня. Ясень очень плотная, твердая древесина. Конечно, доска будет торцевая, то есть волокна должны располагаться вертикально, чтобы при воздействии сверху, перпендикулярно плоскости доски, не было слома пирамидок или гвоздиков. То есть если доска будет продольная, то волокна будут идти поперек гвоздя, и очень быстро эти наконечники сломаются. В случае с торцевой доской такого не произойдет. Для фрезерования буду использовать фрезу с углом 90 градусов, соответственно, и угол гвоздя будет 90 градусов. В принципе, можно использовать фрезу более острую с углом 60 градусов, но мне кажется, что в этом случае гвозди будут слишком острые, хотя, в принципе, можно будет в дальнейшем попробовать, но сейчас покажу несколько вариантов досок с углом гвоздя 90 градусов. На первом этапе мы формируем наконечник гвоздя. Вот. Наконечники очень острые. Сейчас будем формировать, собственно, сам гвоздь. Для этого будет использоваться прямая пазовая фреза.
Ну, что получилось в конечном итоге. В данном варианте расстояние между гвоздями равно 10 миллиметров. Высота гвоздя 8 миллиметров. Ну и угол, как я говорил, уже 90 градусов. Доска получается достаточно острая, наконечники очень острые. Если кто-то думает, что этот гвоздь можно сломать, но я хочу разочаровать. То есть сломать их невозможно. Можно, конечно, ударить молотком, но при нормальном использовании, для чего она предназначена, сломать такую доску невозможно. Я разработал несколько вариантов подобных досок. Ну вот, например, самый простой вариант — это доска вот с такими пирамидками. Здесь нога глубоко не провалится. Думаю, этот вариант подойдет для начинающих йогов. Есть вариант с такими четырехгранными гвоздями. Здесь сечение гвоздя 6 миллиметров и расстояние между наконечниками гвоздей 10 миллиметров. Еще один вариант с четырехгранными гвоздями, но здесь сечение гвоздя 4 миллиметра. То есть они получаются более острые, нагрузка на ногу будет большая. Есть вариант с круглыми гвоздями. Здесь они потолще, их диаметр 6 миллиметров и расстояние между гвоздями 12 миллиметров. Есть еще вариант с трехгранными гвоздями, но он, мне кажется, не очень удачный. Мне больше всего нравится вот такой вариант. Но, конечно, какой вариант является наиболее удачным, могут определить только сами йоги. Павлик, это доски садху, Понятно. над которых стоят индийские йоги. Папа, они такие, как бы такие, напрягают ноги. Но они острые? Ну да, они как бы так напрягают, чтобы они были такие, как бы... Напрягают тебя? Да, ты, так, как будто они твердые такие. Понятно. Матвей, будешь стоять? Мои ноги как будто стоят. С айпадом постоять? Ну давай. А, это вот это? Да, ну такие острые. Ну что, остро? Что? Остро? Не очень. Не очень остро? Ну, Ну, прикольно. значит, надо градус изменить у фрезы. Папа, ты мне такие делаешь? Так забирай. Чего? Забирай. Что, это мое? Это мое. Мама, ты в курсе? Хорошо? Мама, вот тут медитирует. Тут не такие деревянные шипики, там они левитируют, медитируют без носков, а еще на настоящих гвоздях. Ну-ка, Пашка. Как прикольно. Ай, ну спасибо. Чего? Колется? Ну, в принципе, стоять можно. Но если ты вот так делаешь, то
стоят. Это тоже острый, Матвей. Ну да, эти острые. Завтра наступает Новый год, поэтому, пользуясь случаем, хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать новых интересных проектов, счастья, благополучия, мира в семье и всего самого хорошего.